Всем привет! Все уже знают, что долгожданная серия смартфонов Xiaomi 13 должна быть представлена уже в декабре этого года. В данную линейку войдут как минимум две модели: Xiaomi 13 и 13 Pro. Также в линейке будет еще две модели, а именно Ultra и Lite. Стоит отметить, что смартфон Xiaomi 13 Ultra выйдет лишь в следующем году. Возможно, этот смартфон получит тот же сенсор Sony IMX989, что и у Xiaomi 12s Ultra. Напоминаю, датчик был совместно разработан компаниями Xiaomi и Sony. Самый младший из линейки смартфон Xiaomi 13 Lite может появиться уже в этом также году. Когда именно, на данный момент информации, к сожалению, нет. Вернемся к нашему герою, а именно Xiaomi 13. Первое, что хочется отметить, генеральный менеджер отдела по связям с общественностью Xiaomi Ван Хо официально заявил на днях, что Xiaomi 13 станет первым смартфоном в мире, оснащенным мобильной платформой Snapdragon 8 Gen 2. Если вам этого мало, то этот человек также уверяет, что Xiaomi 13 станет вершиной производительности и времени автономной работы за всю историю компании Xiaomi. Итак, основные фишки смартфона Xiaomi 13 это отличный экран диагональю 6,36 дюйма, главный датчик изображения разрешением 50 мегапикселей с серии IMX8, аккумуляторная батарея на 5000 мАч и многое другое. А теперь поподробнее. С вами канал Первый обзор. Поехали! Наверное, все видели совсем недавно фотографию коробки в Weibo и в других социальных сетей, в которой якобы находился смартфон под названием Xiaomi 14. Всевозможные фанаты, а также простые пользователи начали волноваться и задавать многочисленные вопросы по данному изображению. Было непонятно, получим мы смартфон Xiaomi 13 или его заменят на название Xiaomi 14. В связи с этим компании Xiaomi пришлось сделать официальное, что немаловажное, заявление, в котором было сказано, что Xiaomi не планирует менять название грядущей линейки продуктов, которая называется именно Xiaomi 13. Все знают, что есть такой очень авторитетный инсайдер под ником Ice. Напоминаю, он сообщал нам всегда точную информацию о многочисленных смартфонах и датчиках изображения компании Samsung. Инсайдер также опубликовал точные характеристики смартфонов Redmi K40 и K50, а также Xiaomi 12. И вот на днях он раскрыл практически все технические характеристики долгожданного смартфона, нашего героя Xiaomi 13. Как мы помним, в предыдущих моделях флагманов Xiaomi мы получали, скажем, прямо изогнутые дисплеи. На данный момент это не лучший вариант для пользователей. И вот компания решила вернуться к плоскому экрану именно в смартфоне Xiaomi 13, что, конечно же, радует. Также стоит отметить, что размер экрана увеличится по сравнению с предыдущим поколением. В смартфоне Xiaomi 12, как мы помним, установлен экран диагональю 6,28 дюйма. А вот Xiaomi 13 получит дисплей диагональю 6,36 дюйма. Да, прирост небольшой, но все же это какой-никакой, но прирост. А вот сердцем смартфона, как я говорил ранее, Xiaomi 13 выступит мощный, энергоэффективный процессор от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 8 Gen 2. Основные фишки данной платформы: это новая платформа поддерживает Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3. Процессор Hexagon отличается совершенно новыми изменениями архитектуры, включая вывод микротайлов и также увеличенный тензорный ускоритель, повышающий производительность искусственного интеллекта в 4 раза. Впервые для Snapdragon появилась поддержка INT4. Есть новые функции Snapdragon Elite Gaming, включая аппаратное ускорение трассировки лучей. В конфигурацию входит модем Snapdragon X75G. Есть поддержка Snapdragon Sound с потоковой передачей музыки без потери качества. Впервые для Snapdragon реализована поддержка кодека AV1
Съемка видео возможно в 8К 30 кадров в секунду и в 4К 120. Основная камера получит главный датчик изображения разрешением 50 мегапикселей серии Sony IMX8 и систему оптической стабилизации изображения. Также по предварительным данным в тыльной камере Xiaomi 13 может быть установлен основной сенсор Sony IMX989. Сенсор имеет оптический формат 1 дюйм. На его разработку было потрачено 15 миллионов долларов. По сравнению с датчиком iPhone 13 Pro Max у сенсора Sony IMX989 увеличена на 172% светочувствительная площадь и на 32% увеличена скорость срабатывания затвора, что, конечно же, большой-большой плюс. Емкость аккумулятора, скорее всего, будет составлять 5000 мАч. Смартфон точно будет поддерживать 120-ваттную быструю зарядку. Остановимся на 3 факторах, которые раскрывают суть сложности решения. Первый фактор. На данный момент столь быстрая зарядка возможна только при использовании 2 аккумуляторных элементов. Только так можно добиться хорошего отведения тепла. Второй фактор. Поддержка зарядки мощностью 120 Вт требует применения дорогостоящих компонентов во всей цепочке. А именно, системная плата, потом у нас идет аккумулятор, потом кабель, потом зарядное устройство. Третий фактор, конечно же, дефицит комплектующих. Топ-менеджер Xiaomi сетует на то, что на рынке нет контроллеров зарядки. Причем их не купить, даже если заплатить, чуть-чуть больше. Тем более сейчас, на данный момент. Аппарат из коробки получит операционную систему Android 12 с фирменной графической оболочкой MIUI 13. Также есть предположение, что мы получим Android 13, но узнаем, что мы получим чуть-чуть попозже. Основные фишки оболочки — это кастомизация внешнего вида, новый фирменный шрифт и обои, новая анимация и виджеты, качественный виброотклик, технология Turbo 2.0, повышенная конфиденциальность, расширение оперативной памяти, функция MIUI Plus для планшетов, технология Focus Computing 2.0, улучшенная энергоэффективность, функции Mi Magic Center и MIUI Family. Ну и, конечно же, многое и многое другое. А еще известна предполагаемая цена для Индии — $815 за минимальную конфигурацию. Презентация линейки Xiaomi 13 ожидается в самое ближайшее время. Ну что же, ребята, на мой взгляд, с каждым годом компания Xiaomi делает все лучше и лучше свои смартфоны. Конечно же, флагманы всегда впитывают все самое лучшее от данной компании. Мы видим, что мы получим самый мощный процессор в мире на данный момент, Snapdragon 8 Gen 2. Конечно же, самое главное, чтобы он не нагревал наш смартфон. Конечно же, многочисленные умы будут делать так, чтобы нагрева не было. Конечно же, нагрев будет, но, скажем, прямо будут делать, чтобы он не ощущался. Во-вторых, это, конечно же, бешеная производительность. Чтобы данный смартфон работал хорошо, нам нужно минимум охладить данный процессор. А как будет вообще решать данную проблему компания Xiaomi, узнаем чуть-чуть попозже. Конечно же, хотелось бы жидкостное охлаждение, но, увы, наверное, сейчас это невозможно, тем более комплектующих недостаточно. Второе, это, конечно же, плоский экран. Да, вы должны понимать, что сейчас многие производители уходят от этих загнутых краев. Плюс ли это? На мой взгляд, да. Даже я сейчас использую Samsung Galaxy S21 Fan Edition, и там нету вот этих загнутых краев. Там плоский практически экран. Да, есть чуть-чуть загнутость, но она не так выражена, как, например, в Honor 50, Honor 70. То есть у моей жены Honor 50, скажем, прямо неудобно. Но смартфон, конечно же, заслуживает внимания, а покупать ли его, решайте только сами. С вами был канал Первый Обзор. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.